Смотри, какой маленький и прикольный Wi-Fi 7 роутер. Это, знаете, роутер от Asus BE50 и относится к разряду роутеров «включил и забыл». Включил и забыл. Да, здесь вы не найдете USB порта, вы здесь не найдете каких-то там мега-технологий по типу 6 ГГц, 320 МГц и еще чего-то там экстраординарному по типу игрового ускорения. Нет, это роутер для жизни, при этом с неплохим покрытием и неплохим Wi-Fi. Wi-Fi 7, он базовый, без 6 ГГц, 320 МГц, но со стандартом 802.11be во всех диапазонах, с мультилинк и 4096 QAM модуляцией. А это означает, что это действительно Wi-Fi 7 роутер. При том, что мы получали на Wi-Fi 5 ГГц стабильных 1,5-1,7 гигабит, если у вас есть такие скорости. При том, что у него есть 2,5 гигабитный WAN, вот он, пожалуйста, вот у нас, видите, WAN и 3 LAN по гигабиту. При том, что все 4 порта могут стать WAN-портами в режиме мультиконнекта. Да, у него есть двойной WAN, и вы можете подключить сразу 2 провайдера, как в режиме балансировки нагрузки, для того, чтобы увеличить пропускную способность вашей домашней сети, так и отказоустойчивости. Например, если вам нужно, чтобы интернет был совсем постоянным. А самое главное, что здесь есть начальный родительский контроль и очень неплохое покрытие. И вот когда я говорю начальный, то я говорю не просто из-за того, что он там не имеет каких-то ультра навороченных функций, я говорю про стабильность, скорость и низкую цену, потому что это бюджетный Wi-Fi 7 роутер. Да, вот Asus, вот такая вот новиночка у нас. Сейчас мы с вами, распаковывать особо нечего, у нас здесь есть блок питания. Вот, пожалуйста, покажи, пожалуйста, характеристики ребятам. Можешь там показать поближе. Есть? Видно? Отлично. Есть патч-кордик и есть вот такой вот, видите, у нас с такими антенками поворотными, которые вращаются во все там 180 градусов без проблем. Ну, здесь 90 у нас, здесь 180 беспроблемно. При том, что сзади у нас есть крепление под стену. Можете и диффузоры охлаждения. Можете делать все, что вам захочется. Переходим, смотрим характеристики. Смотрим, что заявляет нам производитель. Здесь, кстати, 4-ядерный процессор, на секундочку. Тестируем. Кратко осматриваем интерфейсы управления и делаем выводы. Так, друзья, давайте посмотрим сначала с вами характеристики. RT-BE50, все мы понимаем, что это продолжение нашей серии AX50 серии, он, в принципе, похож, да, поддерживает до Wi-Fi 7 BE 802.11be протокола, и давайте посмотрим, что у нас максимальная производительность. Вот это вот 688 и 2882, это разделение 2,4 и 5 ГГц, и можно здесь даже посмотреть, в принципе, есть у нас, видите, 2,4 до 688. Если в A брать в стандарте в очень древнем, то 54 мегабита, в B 11 и в G 54 мегабита. Тут все основное, его фишка конкретно в Wi-Fi 7. Формула, схема MIMO у нас 2 на 2 в обоих диапазонах, 4 внешние антенны и 4-ядерный процессор. К сожалению, не знаем какой. Однако от себя могу добавить, я себе тут находил информацию, что там 2-гигагерцовый процессор, 128 мегабайт флеш, 256 RAM. И вот знаете, что тут самое интересное. Вы можете сказать, нет, 6 гигагерц. Ребят, что у нас, видите, рабочие частоты 2,4 и 5 ГГц вместе, 2,4 и 5. Это говорит о том, что здесь есть MLO. Это одно из, скажем так, отличительных свойств, одно из свойств, которые отличают от Wi-Fi 6. То есть Wi-Fi 7 это может быть и чистый 2,4 роутер, он тоже может быть Wi-Fi 7, это главное, чтобы в частотном диапазоне, чтобы он поддерживал, грубо говоря, 802.11be. Вот это важный момент. Теперь дальше. Еще отличие — это наличие 4К кам высокой скорости передачи данных. Но они, видите, они, как говорят, высокая. Это вообще-то модуляция 4К, 4.096 QAM. Еще одна из основных особенностей, отличимая его от Wi-Fi 6 роутера. То есть у нас получается, видите, 2,4 может быть роутер тоже Wi-Fi 7. И 5 ГГц отдельный Wi-Fi 7, и 6 ГГц. Это базовый роутер с базовыми моментами 4К кам, 160 МГц и OFDMA, и плюс еще и MLO.
Теперь дальше. По портам 1 2,5 гигабитный, 3 гигабитных. И тут, в принципе, все. Больше ничего нет. Я закину в описании под видео ссылки на всех проверенных продавцов. Здесь благо очень... А вот видите, здесь даже у нас описание, да, есть. Asus Wi-Fi для умного дома, Wi-Fi 7, двухдиапазонная MLO, 160 МГц, 4К CAM. Ну да, в принципе, вот все то, что я рассказывал. Конечно же, есть поддержка Mesh. Очень должны понимать, что если с помощью iMesh можно 185 квадратных метров покрыть. Даже на таком базовом роутере. И у нас один порт 2,5 гигабит, но который мы сможем проверить. Слушайте, ну давайте, наверное, ссылки в описании под видео, переходим и тестируем. Смотрите, мы видим сразу 4 ядра, у нас тут есть мониторинг, ОЗУ, да, там мы мониторим, все красиво, все хорошо. Но начнем с теста порта, скорость интернета, выберем там какой-нибудь, ну давайте, сразу мы видим, что у нас тут честные 2,5 гигабита, ну при текущей загрузке мы видим, что там 1900 на там 1000, на 2,100, на 2,200. То есть это честный 2,5 гигабитный роутер. Все абсолютно классно. Он сейчас подключен, мы ему выделили чистых 2,5 гигабита на интернет у нас 10 гигабитный. То есть мы могли бы тут тестировать на все что угодно, но найти... Вот на Data Group можем попробовать еще. Ну давайте попробуем на Data Group. Ну, Data Group сейчас хлипковатый у них сервер, там пока разгонится, пока что-то еще и достигнуть 2,5 гигабита на них. Знаете, что сам Data Group прикольный, между ними какой-то из узлов на просадке сидит, да, там, то есть, ну, честный порт. Хорошо. Давайте мы тогда сразу же мы протестируем гигабитный наш порт, ну, через обыкновенный спид-тест. Этого будет достаточно куда-нибудь на тот же самый Data Group. Давайте, чистый гигабитный порт, и тут вообще вопросов-то нету, да, то есть мы имеем с вами там 900 мегабит, ну, так как мы используем спид-тест, плюс большой служебный трафик, потому что на спид-тесте там свои приколы, плюс еще нужно понимать там, опять же, по узлам, то есть обычно мы поднимаем свой сервер тестовый, ну, давай, Dash 830, 840, да, чистый гигабит, вопросов нету, по нашему вот этому моменту вопросов нет. Очень интересно сделать нам... тест сети, да, тест сети мы сейчас будем пробовать по-другому. Для тестов 5 гигагерцовой сети будем использовать наш смартфон, потому что нам, во-первых, дальность необходимо испытывать, да, и мы с вами видим, что он стабильненько, там 1.6, 1.7, а ну давай, 1.7 даст, там 1.8 было в пике. Ну, это очень хороший показатель. Лисичка, ты нам нужна. У нас мы тестируем дальность покрытия. У нас очень длинный офис, 30 метров вот до роутера будет через перестенок. Ну, на выгрузку 1.2. Это при том, что смартфон просто пишет запись экрана, и поэтому на выгрузку где-то на 200 мегабит меньше. 1600 базовый возле роутера. И идем сейчас вот прям туда, на дальний склад, и там вот делаешь тест. Просто нажимаешь. Пока лисичка или пиздричка ходит, мы чаек пьем. Я скажу, у меня же был когда-то AX 50 серии, блин, нормальный роутер. Мне интересно, как этот по покрытию, и могу сказать, что, наверное, интереснее он будет по покрытию, чем тот, который был. Во-первых, процессор побыстрее. Это базовый, это домашний. Это домашний базовый Wi-Fi 7 роутер. Сейчас ему. Лисичка, ну что там? О, смотрите. 1408 на 942. Это шикарный результат. Так, я переключаюсь сейчас на 2,4 ГГц. Давайте подключено Asus SBE. Вот наш 5 гигагерцовый. Стоп. Обновляемся и стартуем. И получаем вполне нормальный результат выше среднего. Средний сейчас по 2.4 с его коннектом, в принципе, базовым, да, то это нормальный результат в 180 мегабит. А ну-ка, давай, 182. Сейчас пойдешь туда же на склад, проверишь 2.4 и, в принципе, будем уже смотреть, что там есть в самом интерфейсе управления. Но это неплохой роутер, на самом деле. Давай, 181 на 155, давай потестировать. Сейчас там лисичка уже тестирует. Ну что там, Лисяндр? 80.
Ну вот, падение более 60% мы не допускаем, здесь мы в пределах нормы по 2,4. Но давайте так, в бюджетных роутерах на текущий момент 2,4 всегда будет хуже, чем 5 ГГц по покрытию. Всегда в бюджетных роутерах. Во-вторых, оно 80 на 65. Это вполне приемлемо. 60% падения это абсолютная норма для роутера на этой дистанции. Это для нас вот есть такое у нас, скажем так, вымеренная дальность. Теперь дальше. Возвращаемся с вами в интерфейс управления. Итак, мы сразу видим, да, WPA3 Personal работает, все у нас хорошо, есть поддержка iMesh, это хорошо, с помощью ее мы можем хорошо расширить сеть. И поехали по настройкам. Сеть у нас предлагает настроить и реализовать гостевые сети. Вот мы, в принципе, можем сделать, видите, у нас с расписанием доступности по времени детскую сеть. Это немаловажный аспект, это часть родительского контроля. Теперь сеть интернета вещей. Это тоже классная вещь, потому что здесь создается, вот она, пожалуйста, Asus BE50 IOT в двух диапазонах для интернета вещей, имеется в виду для умного дома. Сеть VPN, конечно же, он поддерживает VPN. И поддерживает VPN Fusion, Instant Guard. На нем можно поднимать VPN-серверы, PPTP, OpenVPN, IPsec, WireGuard. То есть роутер имеет расширенные функции VPN в своем исполнении даже в базовом и в бюджетном в каком-то сегменте. И можем даже многосвязочную операцию, это имеется в виду MLO, организовать. Родительский контроль. Мы можем включить блокировку всех устройств, можем включить... Стоп, это зря я это сделал, подождите. Так, можем включить сам по себе родительский контроль. И здесь мы для устройств, например, OnePlus 13, мы можем добавить его и, смотрите, мы можем заблокировать, управлять по времени. Видите, мы можем настройки делать родительского контроля. Это то, что мы по списку клиентов. А дальше у нас на AdGuard, у нас есть AdGuard, мы можем его тоже, мы можем его тоже включить и блокировать базовые интерфейсы, базовую рекламу, базовые какие-то зараженные сайты и тому подобное. По беспроводной сети. У нас 2,4 ГГц предлагает 20-40 отдельные либо миксованные каналы от 1 до 13, все стандартно. Так, по 5 ГГц ширина канала до 160 МГц, каналы от 36 до 140, ну для Украины конкретно мы берем. Теперь у нас есть WPS поддержка, в WDS настройки радиус. Профессиональные настройки здесь уже с различными более тонкими настроечками, и есть список блокировки перемещения, обычно используется для mesh организации работы вашей сети. Ну и, конечно же, мультилинк. А также в локальной сети мы с вами имеем DHCP сервер, поддержку IPTV, статические маршруты и управление коммутатором нам позволяет включать Jumbo Frame и включать либо отключать ускорение NAT. Есть еще одна особенность данного роутера, это двойной WAN. То есть мы можем сюда завести два провайдера и включить, например, там, допустим, 2,5 гигабитный и плюс включить Ethernet LAN еще один, либо включить, допустим, там на отказоустойчивость, либо на балансировку нагрузки. То есть это все поддерживается, то есть с этим проблем нет. Есть стандартные функции переключения портов, переадресации портов и поддержка демилитаризованных зон, конечно же, DNS и NAT. Есть пробрасывание NAT для PPTP, L2TP, IPsec, RTSP, там, H423, SIP и ретранслятор PPPoE. Все это есть. Ну, по VPN мы уже с вами говорили, есть поддержка IPv6, базовый brandmauer с фильтрацией URL адресов, где мы можем черный список устанавливать, например, там определенные непонятные сайты. Есть фильтр ключевых слов и фильтр сетевых служб, где мы тоже это все можем делать. В администрировании мы можем задать функцию работы роутера, например, он может функционально быть беспроводным роутером, либо режим точки доступа, либо режим повторителя, медиабриджем, либо узлом iMesh. В системных настройках все стандартно, с обновлением микропрограммы, конечно же, обновляется роутер систематически. Ну и в принципе есть уже системный журнал и системные утилиты. Вот такой вот незатейливый базовый Wi-Fi 7 роутер. Я готов уже, в принципе, сделать резюме по нему. Какой я вывод могу сделать? За эту цену, которую вы, я надеюсь, пошли уже, посмотрели в описании под видео, это нормальный роутер с нормальной ценой. И я вам скажу, что я могу его рекомендовать. Неплохо подходит для, вот, скажем так, двухкомнатной квартиры. Я не скажу, что для трехкомнатной он сильно чего-то покроет, там будут какие-то, возможно, мертвые даже зоны, но для двушки вообще идеально. Рекомендуем. Пока.